Всех приветствую! Сегодня хочу снять, давно меня просили, свой автомобиль Toyota Prius на газе, метан. Вот она у меня 2009 года, европейка. Установлен газ-метан в нем. Многие просят, чтобы интересно, кому какая экономия, есть ли смысл в этом. И вот вам фокус. Открываем. А где же баллон? Метановские баллоны же обычно большие, все место занимают. Где баллон? Нет баллона. А баллоны у нас вот тут. Ради баллонов и компактности мне пришлось пожертвовать вот этой полочкой для инструментов. Я установил два баллона по 30 литров. Заливается в них в каждый, получается, по 6 литров газа. Итого у меня 12 литров. Но при этом я пожертвовал, потерял возможность возить с собой запаску. Вот это место запаски я здесь использую под инструменты. Там складываю всякую ерунду и так далее, и так далее. Еще остался небольшой зазорчик. Вот. Но я сохранил при этом багажник. Обратите внимание, чуть-чуть, конечно, приподнялась она на сантиметров 5. Но у меня полноценный багажник. Полностью как был, так и остался. Что могу сказать? Так, ну и я, конечно, вывел себе, сразу скажу, грантик вот сюда, вниз. Он у меня шаровый. Запихивает, включается. Но это плохо, кстати. Сразу порекомендую тем, кто думает поставить газ-метан, лучше установите ваш крантик где-нибудь в этом диапазоне. Здесь есть вариации, еще сразу скажу, эти баллоны я не буду делать описание, я не блогер, чтобы делать описание, где брать. Это стандартные баллоны, они везде ставятся. Можно сделать так, один баллон такой, а второй чуть подлиннее. Тогда вы получите плюс литр-два, наверное, я не знаю сколько. Можно, есть они такие баллоны такого же диаметра, такой же длины. Можно взять чуть выше диаметра, если вам не жалко пожертвовать немного багажником. Тогда вы будете значительно увеличить. Этих 12 литров, ну, обычно на заправках дуют 220 кубов. Поэтому, давление, точнее, 220, и заливается 14 кубов. Но когда зима, заливается больше, как бы 14 смело, обычно 12. Сейчас вот у меня датчик здесь газа по давлениям, переключить можно вручную. У меня чисто на газу, у меня при плюс 20 он переходит на газ. Но я рекомендую, конечно, тем, кто поставит себе тоже плюс 20, это очень удобно летом, не надо нажимать переходы. А на зиму я рекомендую все-таки, сейчас, секундочку, извиняюсь, чуть-чуть перевернул камеру, ну ладно. Оборудование у меня стоит там, я так понял, 4-го поколения, там типа 4 плюс, что-то такое. Вон оно все стоит. Здесь у меня газовый фильтр, я его меняю раз в 10 тысяч. Кстати, и масло стало не 7500 менять, а в 10 тысяч. Одновременно меняю и газовый фильтр. Экономия бешеная, сразу скажу, экономия очень бешеная. И мне очень нравится то, что Prius и так экономный. У меня европейка показывает. Я где-то сейчас сяду в машину. Так, я расскажу немного. Сейчас у меня, конечно, сейчас я вот вам покажу. У меня расход 7,5. Это с учетом я на мойке был, не глушил. На улице плюс 4 градуса. Я ее не глушу почти никогда, он климат держит. А так, летом расход, если по трассе 4,6 на газу, на бензине 5,2. Дам совет сразу тем, кто хочет поставить метан: не пытайтесь сэкономить, убавить количество газа. Я рекомендую вашему специалисту попросить наоборот. Так, я еще переверну камеру, чтобы меня было видно. Ну, если получится, видно, нет. Я скажу сразу, что лучше сделайте плюс 10% больше газа, потому что газ имеет метан свойства, именно метан имеет свойство, когда двигатель холодный,
он тяжело себя ведет, но когда он нагревается, он прибавляет мощности, машина становится намного бодрее. Поэтому в связи с этим я рекомендую плюс 10, тогда обороты, потому что я сначала тоже сэкономить его убавил газ, у меня расход увеличился. Как только прибавил газ, оборотов стало меньше в двигателе, и экономия пошла. Сразу говорю, экономия. Поэтому не пытайтесь экономить газ, вы так экономите большие деньги. На 12 литрах вот этих я проезжаю, летом заправочка позволяет мне проехать 220, 200, все зависит от того, городской, я говорю, цикл, по Москве катаюсь, это где-то 220 километров, да, вот берем, ну, скажем, среднее 220. Зимой намного больше, 250, бывает порой, если по трассе 280 проезжаю на этом. Обусловлено тем, что газ зимой сжимается и влазит больше, как бы вроде по кубам даже там разница небольшая, но расход как-то, я не знаю, почему-то зимой экономнее получается в плане, если, конечно, не так, как я вам показал, стояла она заведенная чисто как климат. Спросите мне, стоит ли ставить метан? Отвечу, стоит. Стоит и не просто стоит. Я сейчас, конечно, неправильно, наверное, скажу, там меня поправите в комментариях, да, как называется двигатель, принцип у Prius, Аттинсон или Актисон, ну, я точно не помню, я изучил его принцип двигателя, я думаю, это не всем, конечно, интересно, но у них детонация выше, у метана детонация ниже, это, наоборот, улучшает мотор. Плюс ко всему, многие говорят, о, мотор нагружается. Да ничего там не нагружается. У приусов есть такой принцип, электромотор, который все, что не хватает, компенсирует. Поэтому, как бы вы ни крутили, я не знаю, это надо давать там в топку, в джаз, там, я не знаю что, чтобы вам там все лошади выжить. В обычной езде, я думаю, все, что не хватит каких-то мощностей, пока мотор греется, вообще метан, запомните, извиняюсь, что перебиваюсь опять, метан имеет больше лошадиных сил, увеличится мощность, и вы еще при этом делаете плюс 10 от бензинового, просите мастера плюс 10% сделайте для экономии, это я вам советую. И в общем я могу сказать, что все, что не хватает, компенсирует электромотор. Об этом не задумывайтесь. Ездю я на этой машине на газу второй год. Проехал, сейчас скажу, проехал я 25 тысяч чем-то на газу, около 25-26 почти тысяч проехал. Проблем нет с машиной. Приезжаю, масло меняем, мой специалист смотрит. Он говорит, все отлично, все нормально. Раз 10 тысяч меняю и не парюсь. Все чики-пуки. Не подводит меня газ, как на дальних дистанциях, так и на ближних. В общем, господа, я могу сказать однозначно, газ ставить нужно. Все вот эти нюансы опасности, неопасности с газом, ну, их куча в ютубе, можете там разбираться. Я выбрал метан, я знаю, что метан самый безопасный, безопаснее, чем бензин. Поэтому, ну, это по моему мнению, это никого я не заставляю это думать. Я считаю, что метан самый безопасный топливо на сегодня, и по цене она намного дешевле. Единственное еешний минус, почему люди не ставят, он занимает очень много места в багажнике. Но я эту проблему решил за счет того, что Prius очень экономные, ему большие баки не нужны. Этих баков на обычной машине обычно хватает на 150 километров. Не каждый хочет каждые 150 километров ездить заправляться. А тут вроде как 200-250, так можно сказать. Бывает порой и 280. Единственное, что зимой переводите в ручной режим, прогревайте машину хорошо. На светофоре лучше переход газа на метан, ну на газ, бензин на газ, делать на холостых оборотах. Я обычно на светофоре притормозил или холостый, или он заглох, нажал кнопку и перевел. Когда чувствую, уже печка теплая, что уже двигатель там имеет градусов 40-50, нагревание уже имеет, я тогда перевожу, не экономлю бензин на прогрев, что зимой, если сразу перевести на газ на плюс 20, как он делает автоматически, мотор аж глохнет, он аж весь трясется, это нежелательно, наверное, делать, неприятный звук такой.
Я не думаю, что это и вам будет приятно такое ощущение. Поэтому прогрейте мотор, переводите и ездите на свое удовольствие. Рекомендую всем приусам, которые есть, вы будете экономить. В деньгах я вам скажу так. Я заправляюсь на 200 рублей, где-то 200-220 там рублей я плачу. Заправляюсь, чтобы проехать свои 200-250 километров. По моим расчетам, на газ я трачу меньше рубля на километр. Сами смотрите. Я посчитал, у меня приблизительно выходит в 2-2,5 раза экономнее, чем на бензине. Я забыл, что такое заправка, и у меня, слава богу, газовая заправка без очередей. Хотя там все автобусы заправляются. Я приезжаю, быстренько заправляю, не трачу много времени, и как бы я кайфую. Я кайфую и хочу, чтобы все кайфовали. У кого приусы, кайфуйте, ребят. Можно реализовать еще дешевле. И плюс ко всему, я считаю, что это на благо двигателю, потому что у газа детонация ниже. Думаю, ресурс двигателя все-таки увеличивается. Ну, может, я что-то ошибаюсь, но все эти легенды про газ, я говорю, это вчерашний день, я считаю, это вчерашний день. В салоне не воняет газом, все это чепуха, лабуда. И все эти легенды, которые были, можете посмотреть, есть. Ну, я просто не любитель, я не YouTube, я бы мог вам ссылочки дать на эти людей, которые уже давно провели и тесты, и анализы, и все остальное. Короче, хорошей вам поездки. Меня зовут Артем. Я не блогер, но я считаю, ездите экономно. Я считаю, такое видео нужно для всех. Все, спасибо за внимание.